Начнем сегодня с курьеза. Недавно сенатор Дмитрий Рогозин очень нервно отреагировал на шутку о себе, прозвучавшую на сцене КВН. Шутка вполне безобидная, без перехода на личности, лишь мимоходом упоминается докторская диссертация Рогозина. Однако оскорбленный доктор технических и философских наук пригрозил КВНщиков достать и отправить на войну. К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя. Всему научим, в том числе чувству юмора. Если прочитать тот пост целиком, можно вычленить такую мысль. Война — это, мол, суровая школа, которая воспитывает мужчин и выбивает из них дурь. Однако, как в провоенной, так и в антивоенной среде слова Рогозина были восприняты совсем иначе. Участие в так называемой спецоперации — это не почетная миссия, а особая форма наказания. Если раньше человек с полномочиями мог угрожать обидчику СИЗО, то теперь для этих целей есть СВО. Сегодня обсудим и другие интересные высказывания российских спикеров. Прежде чем начнем, как обычно, если тормозит YouTube, то в описании много бесплатных способов его ускорить, в том числе и среди них Liberty VPN, спонсор этой рубрики, там первый месяц бесплатно. Рогозин, может, и не имел в виду, что СВО — это новая форма наказания. Но выступил он в очень неудачное время, вскоре после громкого скандала, когда дочь чиновницы из Вологодской области пригрозила какому-то ее недругу отправкой на фронт. После волны возмущения Рогозин дал заднюю и пост стер, а упомянутую вологодскую чиновницу и вовсе отправили в отставку. Но впечатление у граждан осталось и теперь никуда не денется. У России отныне есть новые чужеземья, место, куда не светит солнце, зона проведения так называемой СВО. Ее существование не ограничено во времени, и нужно вести себя осторожно, чтобы туда не попасть. Это важнейший фактор жизни в России 20-х годов 21 века. Впрочем, другую зону, систему исправительных учреждений, разумеется, тоже никто не отменял. Напротив, стараниями российских законодателей она распахнула для граждан ворота нараспашку. Ну а уж путь из одной зоны в другую простой и короткий. Так что сидите, мол, граждане, тихо. От сумы, тюрьмы и СВО не зарекайтесь. Симптоматично и недавнее выступление гораздо более солидного, нежели Дмитрий Рогозин, спикера, юриста Михаила Борщевского. В интервью Ксении Собчак он высказался про действующие нормы об иностранных агентах, которые в редакции 25 года окончательно превратились в бессудную гражданскую казнь. Безымянный чиновник в Минюсте по непонятной процедуре может лишить любого человека почти всех прав и средств к существованию. Пока идет СВО, пока страна находится в состоянии открытого противостояния с достаточно большим количеством стран мира, когда страна пытается реально установить свой суверенитет, наверное, в нем есть определенная целесообразность. Наверное. Я думаю, что в мирные времена этот закон будет отменен. В том виде, я бы хотел, чтобы в мирные времена этот закон был бы отменен, потому что в нынешнем виде он очень оценочный. Там очень много оценочных категорий, нечетких оценочных категорий. Повторяю еще раз, сегодня я бы его отменять не стал. Спикер признает, что закон об иностранных агентах дурной. Но сейчас, мол, особый период существования России, когда репрессии против граждан целесообразны. Период этот во времени не ограничен, и с этим, мол, надо просто жить. Да, адвокат призывает отменить репрессивные нормы по окончании войны, но не поясняет, зачем властям ее вообще заканчивать, если она дает им полную свободу от соблюдения Конституции и прав человека. Получается, что в нашей стране есть законы, которые потенциально нарушают Конституцию? Да. Да, конечно. Борщевский никогда не был в оппозиции. Последние 24 года он работает полпредом правительства в Верховном и Конституционном суде. Тем не менее, его публичный образ – это защитник прав граждан. В таком качестве он когда-то выдвигал на думские выборы собственную партию «Гражданская сила», вел авторскую передачу на радио «Эхо Москвы». Максимальную известность Борщевский приобрел в программе «Что, где, когда», как защитник интересов знатоков перед лицом деспотичного господина ведущего. Господин Крупье, я понимаю, что в традициях нашего клуба несправедливость крупье, но в данном случае, по-моему, вы даже перебарщиваете. Тем характернее перемена в риторике Борщевского. К примеру, в 2008 году он критиковал как чрезмерно суровый приговор суда – 1 год условно за комментарии в интернете.
Спустя 17 лет Борщевский говорит: времена сейчас другие. И сегодня за точно такой же комментарий следовало бы дать 5 лет колонии. Есть популярная игра, возможно, вы сами в ней когда-то участвовали. Собравшиеся делятся на пары и начинают танцевать на ватмане. С каждой новой композицией ватман складывается пополам, и в конце пары вынуждены продолжать танец на совсем крохотном прямоугольнике. Если вовне действующий режим сносит артиллерией ближайшие украинские города и все сильнее терроризирует дронами камикадзе жилые массивы Киева, то внутри страны он принуждает граждан к игре с постоянно уменьшающимся пространством свободы. Сегодня дозволено меньше, чем вчера, а завтра будет дозволено меньше, чем сегодня. Примерно в одно время с Борщевским выступил другой человек, который кем-то может восприниматься, как системный либерал, странное слово, но так. Михаил Швыдкой. Он искусствовед, полпред президента по международному культурному сотрудничеству и бывший министр культуры. В программной статье для российской газеты он призывает ввести в России профессиональный институт цензуры. Так-то цензура запрещена Конституцией, однако Швыдкой преподносит свою инициативу как правозащитную меру. Дескать, деятели культуры и искусства не могут сориентироваться, за что их теперь могут посадить. Правила, причем негласные, нигде и никем не зафиксированы, постоянно ужесточаются, а чиновники и бюрократы проявляют рвение в преследовании реальной и мнимой крамолы. Но вот если ввести в России цензуру, тогда профессиональные цензоры просто не допустят до типографии, театральной сцены и киносъемок произведения, за которое авторов можно будет потом посадить. И тем самым уберегут авторов от уголовного преследования. А если цензура что-то пропустила, то создатель должен быть не подсуден. В общем, новые времена требуют соответствующих решений. Предварительная цензура спасает от карательной. Из статьи Швыдкова, это вот цитата. Вряд ли инициатива эта будет реализована. Сам чиновник признает, для нее потребуется откуда-то взять тысячи высокообразованных госслужащих. Но дело даже не в этом. Не для того нужно фактическое состояние войны, чтобы как-то помогать гражданам ощущать границы и чувствовать себя в безопасности. Никто не должен пребывать в уверенности, что не нарушает какие-то писанные или неписанные правила, что не будет наказан по законам военного времени. Один из главных юристов страны открыто говорит, у военного времени могут быть свои отдельные и удобные властям законы, а право применения на войне может подчиняться оценочным суждениям бюрократов. Прямо сейчас российская армия ведет наступление на Донбассе, в Харьковской и в Сумской областях. Удается захватить какие-то новые села, а государственное телевидение преподносит каждое взятие избушки лесника как новую победу. Но с точки зрения системы, очередной флаг, воткнутый над руинами, это лишь бонус. Настоящая победа для нее – это сам факт продолжения войны, у которой главный фронт не внешний, а внутренний. В Украине наступление может пробуксовать или даже остановиться. В России же наступление на права и свободы граждан идет неумолимо, и речь не только о художественном творчестве и политическом активизме. Стало возможным как никогда прежде нарушать комфорт десятков миллионов обывателей, чего прежде власти избегали. От блокировки целых сегментов интернета до лавинообразного повышения тарифов на ЖКХ. В октябре 2024 года власти анонсировали повышение тарифов на 36% в течение 3 лет. В июле 2025 в некоторых городах России их повысили почти на 40% в течение 1 дня. В мирное время сделать такой финт и не нарваться на массовые протесты вряд ли было бы возможно. Но сейчас, пожалуйста. На днях состоялся уже 6-й с начала этого года телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Новостное агентство приводит цитату Трампа по итогам переговоров. «Я не в восторге», — говорит Трамп. «Я не достиг с Путиным никакого прогресса». Сейчас реализуется худший, но при этом самый ожидаемый сценарий. Продолжается война на истощение. Стоит еще раз напомнить факт, который обходит стороной вся путинская пропаганда. Американская администрация не предлагает Кремлю капитулировать, разоружиться и распустить Российскую Федерацию. Ничего из того, чем пугают телезрители Симоньян и ее коллеги. Такие спикеры из кожи вон лезут, чтобы страшными картинками перекрыть реальность, в которой Трамп по-прежнему предлагает Путину примерно следующее. «Оставь, — говорит, — себе то, что уже сумел захватить, и на этом прекращаем войну и будем торговать и богатеть». Да, в недавнем прошлом был короткий период, когда на такой сценарий не соглашался Киев. Это обстоятельство давало российским телеведущим пространство для маневра. Но сейчас-то Киев согласен.
Уже несколько месяцев между кровавой войной и ее завершением на выгодных для Кремля условиях стоит только одна преграда – желание одного конкретного человека любой ценой продолжать движуху. Не для достижения каких-то целей, а просто ради самой войны. Ведь война стала для Путина зоной комфорта. Так зачем же ему мир? Мы начали выпуск с Рогозина. Он действующий чиновник, сенатор Совета Федерации, еще и участник так называемой СВО. А про него, видите ли, посмели пошутить. В итоге же он вынужден был признать, на данном витке военной истерии шутить про него пока можно. Вероятно, случилось что-то вроде фальстарта. Функционер чувствует, куда дует ветер, но поспешил с наездом. А дует ветер в ту сторону, где никто точно не знает, как так жить свою жизнь, чтобы случайно не войти не в ту дверь. Забавно, конечно, что не в ту дверь пока что зашел сам Рогозин, ставший героем мемов, и упомянутая мной чиновница, слетевшая с должности из-за выходки дочери. В остальном же ничего смешного нет. Затяжная война стала для Путина способом иметь максимум власти и минимум ответственности. Способом держать людей на крючке, в зоне правовой неопределенности. Война идет во имя продолжения самой войны и всевозможных особых условий. Идет против интересов всех российских граждан. Участие в ней – худшее из наказаний. И косвенно на этот счет уже высказались люди из самой властной системы. Ну а нам важно об этом говорить открыто и регулярно, что мы и будем делать. До завтра.